Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено рыбакам, предназначено для рыбаков. Но и обычный зритель тоже почерпнет для себя много интересного, я так полагаю. На ютубе много роликов про гальванизацию. Сразу не бойтесь, кто боится химию, не переживайте, тут все просто, очень элементарно. Тут не нужно никаких дорогих аппаратов, препаратов. Все очень просто. Но, как сказать вам, я уже лет 10 больше даже не рыбачу. Раньше рыбак я был, да. Сейчас не рыбачу. У меня даже нет ни одной блесны, чтобы показать вам на блеснах. Но я думаю, если вы не глупый человек, поймете, что если я сейчас этот эксперимент проведу на металле, значит на блеснах будет то же самое. То есть я вам покажу, как покрыть медью блесна. На ютубе много роликов про гальванизацию. Ну, все ролики эти для украшений. Ну, то есть, какой ролик не включи, все время покрывают медью какие-то предметы просто ради украшений. А мне пришла идея в голову, что можно то же самое делать с блеснами. То есть блесна можно сделать разноцветными, ну, двухцветными. Например, половина будет металлическая, половина обмедненная. Или какой-то рисунок можно делать. Но это дальше я вам покажу. Попробуем так сделать. А сегодня я хочу провести эксперимент и вот на этих металлах. То есть нержавейка у меня есть тут, обычная железяка, шпилька, баллончик от сифона. Не знаю я, правда, что... А я его на магнит забыл попробовать. Может, металлический. Попробуем его обмеднить. И ключ. Хромванадиум. Посмотрим, на какие из этих металлов прилипнет медь. По идее, должна на любой, потому что все они только проводящие. Вот. Ну что, теперь начинаем. Так, да, еще дальше. Блок питания нужен. Это у меня самодельный блок питания. Минимальное, что он выдает, 1,2 вольта. Вот на этом напряжении я и буду сегодня работать. Ну, плюсовая... Так, дальше. Раствор. Раствор это электролит, разбавленный с дистиллированной водой. То есть вот здесь пол-литра этого раствора. Получается здесь я налил 250 мл дистиллированной воды, растворил в ней, подогрел ее так, чтобы горяченькая была. Ну, рекомендуется 80 градусов. Не стал я замерять, подогрел в микроволновке и 100 грамм медного купороса, купленного в садовом магазине, садово-огородном. 100 грамм купороса растворил, мешал, пока не растворилось. Все, растворилось. Дальше добавил я в эти же 250 миллилитров 70 миллилитров электролита автомобильного аккумуляторного. То есть покупного, с бутылки. Шприцом добавил 70 миллилитров. И потом долил дистиллированной воды до пол-литра, чтобы было полностью. Дальше это процедил через салфетку. И все, раствор готов. Медная пластина внутри. Она привязана на проводник. Медный тоже. Просто прикручена. Никакой пайки, ничего. Просто прикрутил. Пробил отверстие в пластине и прикрутил. Тут такое условие, что пластина должна быть всегда больше, чем обрабатываемая деталь. То есть вот это все подходит. Вот баллончик, я не знаю, если его развернуть, он, возможно, будет... Да не будет он больше пластины. Ну, посмотрим, что получится. Вот. То есть, если вы окунете сюда вместо пластины там одну трубку какую-то медную, то... Или меди будет мало, не знаю. Я не силен в этом, но... Сказано так, больше пластина, чтобы была, чем деталь. В 1,5-2 раза желательно. Так, по-моему, все я рассказал. И можно приниматься нам за эксперименты. Тестер у меня подключен плюс тоже сюда. То есть вот на пластину подключаем плюсовую клемму зарядного нашего блока питания. Минусовую будем на деталь. Ну и все, деталь. Возьмем самую маленькую пока, шпильку. Попробуем, что шпилька покажет себя. Так, она почище. Да, еще все детали нужно перед этим обязательно обезжирить. То есть я помыл моющим средством. И потом содой хорошо натер все это дело. И проточной водой помыл. Ну, теперь пробуем 1,2 вольта. Так, еще дальше. Чем меньше, тут прямая зависимость есть, сейчас расскажу немножко опять. Прямая зависимость есть, что чем больше вы подаете ток и напряжение, тем быстрее будет осаждаться медь. Но осаждается она, если много подать, то получается хлопьями, рыхлая, и она потом обсыпается.
Чем меньше ток и напряжение, тем качественнее будет покрытие. Но тогда придется долго ждать. То есть несколько часов может быть или как. И я не стал заморачиваться, сейчас включать сопротивление здесь и так далее. Вот как у меня есть минимальный минимальное напряжение 1,2 вольта. Так я вам покажу просто для примера. А там дальше в цепь сюда можно включить, пробовать, уже экспериментировать сопротивление. То есть я вам сейчас покажу быстрый вариант, как объединяется. А если заморочитесь, то можно уже сопротивления разные подключать. То есть уменьшать силу тока, напряжение, поиграться и добиться результата, который вам нужен будет. Ну а сейчас 1,2 вольта я подключаю. Мы пробуем. Видите, напряжение просело на 0,2 вольта. И вот уже, я думаю, видно, да? Что она уже объединилась. Ну и таким образом, только нужно будет повесить, чтобы висела, осталась она. А ну-ка посмотрим, сейчас смоется, нет? Возможно, у меня сейчас напряжение большое даже сейчас. Это обычная вода здесь в банке у меня. Так, ну а теперь попробуем пальцами. Не, все, медь осталась. Она не стирается. То есть она не хлопьями осела, как вот я говорил, а нормально. Подольше подержать, больше нарастет слой. Так, железо справилось. Теперь нержавейка. Пробуем нержавейку, что она покажет. Возможно, она будет просто большая у меня. Ну, посмотрим. Для этой пластины. Не, тоже идет. Нержавейка получается тоже. То есть уже блесна из ложки. Отличная будет. Я же вам в дальнейшем попробую показать, как еще сделать рисунок медный. Ну вот, пожалуйста, нержавейка. Покрылась медью. Так, помыть надо же. А то все-таки слабый, но раствор электролита. Вот оно. Все, она не стирается. Видите, здесь еще мало. Подольше надо держать. То есть я вам показываю ускоренное. По большому счету, в идеале, напряжение должно быть меньше. Но все равно покрывается нормально. Медь есть. Сработало тоже. Так, теперь баллончик сифон. Что он покажет? Так, не выскочит он так у меня внутрь. Покрывается, но что-то чернеет. Может, медный есть какой-нибудь? Если я что-то делаю не так, меня смотрят химики, извините, пожалуйста. Химию я учил больше 20 лет назад в школе. Может, что-то я делаю не так. Главное результат. Главное, что оно работает. Вот, пожалуйста, баллончик. Ага, вот на баллоне стерлась. Смотрите. От чего так произошло, не знаю. Большой ток, наверное, и мало подержал, потому что вот зацепилась медь, но мало. Ладно, пробуем ключ. Что будет с ключом? Так, тут что-то плюсик у меня болтается. Попробуем ключ. Ну, покрытие пошло сразу.
вот, разные металлы по-разному покрываются. Получается так. Гляньте, хром-ванадиум, он не так быстро набирает на себя. То есть вот за то же время, которое я покрыл, например, железную деталь, хром-ванадиум на себя взял меньше. И нержавейка быстро на себя взяла. Но зато взял. Уже не стирается, как на этом. Вот такие дела. Итак, эксперимент номер 2. С этой стороны изолента, изолента здесь, а здесь пластилин. Полосками налепил. Посмотрим, что сейчас будет. Между прочим, этот способ подойдет тем, кто хочет защитить какой-нибудь свой инструмент. Например, от окисления. Металлический, железный. Ключи, пассатижи там и так далее. Тоже можно обмеднить. И уже ржаветь не будет так. Гайки, болты. Применений множество. Сейчас я вам покажу, что происходит при увеличении тока. Смотрите. Если подать сильно большой ток, медь насаждается хлопьями, и она становится хрупкой. Видите, что творится? Ай. Так, можно вынимать, наверное. Для первого раза пойдет. Опа. Да, изолента тоже не сильно. Под изоленту попало. Раствор попал. Ну, где прилипло хорошо, вот. Гляньте, какой эти, как сказать, четкие линии какие. Вот, на меди. То есть, если хорошо прилепить, может скотч будет лучше держать. Но я уже не буду скотчем проводить этот эксперимент. Если заинтересовало, сделайте сами, попробуйте. Вот здесь изолента плохо прилегла. Попал раствор, электролит, а здесь нет. Здесь нормально. Ну а теперь смотрим пластилин. О. Вот. Вот. Пластилин совсем другое дело. Пластилин сработал. Ты замазал. Вот. Совсем другое дело. Вот таким вот образом можно покрасить свою блесну. Вернее, не покрасить, а покрыть медью. И опять же повторюсь, выдерживать нужно не как я, минутку или меньше, а подольше, скажем так. Но время от времени проверять. В общем, результат есть. А давайте этим способом попробуем почистить медь. Вот у меня медная трубка есть. Она сейчас в оксидной пленке, не зачищенная. Просто мне стало интересно, прямо вот сейчас по ходу видео, мне стало интересно, очистится или нет. Возможно, полюса придется менять или что-то. Просто, может быть, вам тоже станет интересно это. Так, включаю. Но я так думаю, чтобы почистить, току можно и больше давать. Ну, смотрите, что происходит. Видно вам? Ну, ток я сейчас оставил тот же самый, на котором и покрывал медью.
что это вышло. Буквально за полминуты. Что тут получилось? Чистая трубка. Почти. Ну это полминуты. Разницу видно, да? Вот, возможно, то же самое с блеснами можно делать. То есть медная блесна, если какая-то затертая, старая, в которую, например, где-то в щелках там чешуя выбита или как, невозможно залезть, отшлифовать. Можно попробовать таким способом. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Может, у кого-то предложения, у кого-то вопросы какие-то появятся. Пожалуйста, стараюсь всем отвечать. Всем удачи, удачной рыбалки. Всем пока.